Всем доброго времени суток. Меня зовут Надежда. Рада приветствовать вас у себя на канале. Недавно я поднимала тему, почему женщины 40-50 плюс не выходят замуж. Да? Почему так происходит? В том ролике речь шла о разведенных женщинах, либо же неразведенных, которые, в принципе, категорически отказываются замуж, потому что выходить, потому что уже были в отношениях, были в браке, где, скажем так, были не совсем здоровые отношения, поэтому браки и распадались, да, у тех непосредственно женщин. И они теперь замуж, в принципе, и в отношения не спешат, да. И именно что касается замужества, замуж не выходят. Именно о женщинах идет речь, которые уже, скажем так, порядок постарше. Речь не о 20-летних, не о молодежи, хотя и молодежь сейчас туда особо не спешит, но это уже отдельная история, скажем так. Но как-никак, что есть, то есть, да. Сегодня же я хочу поднять такую тему именно о женщинах, которые, опять же таки, 40 плюс, да, которые, в принципе, а, не против вступить в какие-то новые отношения, даже повторно выйти замуж, но туда не выходят. Есть такие же женщины, которые, в принципе, к 40 годам замужем еще не были, да, в силу ряда причин. Там уже могла быть карьера, могла быть еще что-то, да, уход за родственниками. Там. Причин на самом деле миллион. Но, тем не менее, есть женщины к 40 годам, 40 плюс, которые все-таки хотят выйти замуж, но туда не выходят. Давайте поговорим на эту тему, потому что тема актуальная и среди моих знакомых, и, в принципе, и в интернете тоже, да. А, На мой взгляд, причина основная такая, что уже когда тебе 40, а не 20, смотришь на это на все немножечко по-другому. Уже ты не спешишь замуж за первого встречного, потому что у тебя часики тикают, да, как говорят многие девчонки там, ай, мне уже 25, мне рожать пора, ну и так далее, да, уже в данном возрасте часики эти пресловутые не тикают, и уже думаешь немножечко по-другому, да. Уже не летают вот эти бабочки в животе, как говорят молодежь. Ну, уже подбираешь партнера, спутника жизни для себя, немножечко уже трезво, да, и с более холодной такой головой. И за кого попало, а за кого попадя уже не хочется, да. Дальше. Такая уже подбираешь из того, а, что не то чтобы есть, да, а, наверное, с каким-то уже расчетом, что ли, возможно, да. И расчет не, это не про, всегда про деньги. Можете, хотя, в принципе, можете кидаться тапками, про деньги тоже. Думаешь уже немножечко о завтрашнем дне, уже понимаешь, что ты от жизни хочешь, да, чего не хочешь. Что такое не финансовый расчет, в моем понимании, спросите вы, это эмоции, которые дает мужчина, да, это комплименты, это ухаживание, это время, проведенное с женщиной, да, на что современные теперешние мужчины, которые 40 плюс, по-моему, уже не способны, да. А, И часто слышу такой вопрос именно от мужчин к женщинам, да, не только я слышу, но и многие другие женщины из моего окружения. А зачем тебе это? Тебе уже не 20 лет. Ну, ребят, подождите, какая разница, сколько женщине лет, да? Будь ей 20, будь ей 40, будь ей 50. В любом случае, какое-то время, какое-то внимание, какие-то знаки внимания должны на первых этапах присутствовать, да. И когда этого нет, да, в отношениях, это отталкивает. Из-за такого мужчину уже замуж не хочется. Вот правда. Который тебе предлагает, ну тебе ж не 20 лет, давай вот завтра съезжаться и давай жить, да. Ну, так это не работает, да. Дальше. Уже думаешь, где жить, как жить, за что жить, да. К 40 годам у многих женщин уже имеется какая-то материальная база, да.
Многие женщины, не скажу, что все, но есть такие, которые в современном мире зарабатывают порядка больше, чем мужчина, и уже задумываешься, а нужен ли он такой, да? И потом уже начинаешь соображать, а зачем он такой на самом деле нужен, когда у женщины зарплата, ну, в 1,5-2 раза, например, больше. Чтобы что? Чтобы его содержать. Тоже не нужно. Сейчас знаю, что мужчины скидают мне тапками, типа женщины тоже падают на шею. Да, не спорю, есть такие женщины, но не все, да. Как бы там ни было, мужчины на сегодняшний день более меркантильны, нежели женщины, да. И вкладываться в мужчину деньгами уже тоже не хочется, да. Хочется какого-то, не то чтобы равноправия, да, финансового, а хочется, наверное, уже какой-то заботы, что ли, да, и она тоже проявляется через деньги, да. Да, по крайней мере, для многих. И пускай кидают в меня тапками, пусть будет так, но внимание и забота, да, это время затратно, это ресурсно затратно, это финансово затратно, эмоционально и так далее. Мужчины этого понимать не хотят и тем более уж как-то делать, да. То есть вот этот пазл не складывается. Женщины готовы давать и эмоции, и время, и все остальное, и заботу свою, да. Но когда ты отдаешь это все, да, для мужчины, а в этом взамен не получаешь ничего, то, в принципе, такие отношения долго не держатся. И, в принципе, да и зачем они нужны, да? То же самое с жильем, да. У многих женщин уже к 40 годам, к 50 уже имеется свое жилье. Даже если оно было когда-то куплено в ипотеку, в кредит, эти ипотеки уже давным-давно погашены. То есть жить есть где. Как правило, мужчины после развода, они остаются, по крайней мере, так говорят, что они оставляют бывшим женам, хотя по факту там оставлять было нечего, да, если уж некоторые ситуации разбирать, то там и оставлять-то было нечего, жилье-то было не мужским, да, не мужчины. Но, тем не менее, они остаются, скажем так, без жилья. И приводить к себе в дом, на свою территорию мужчину-приживалку уже тоже неохота, да, и это факт. А, м, Есть женщины, которые готовы на это, да, рассуждая так, что типа мое жилье это мое жилье, и вкладываться мы будем вместе в мое жилье, да. Но тем не менее я не считаю это таким каким-то правильным, да. А, Каждому свое, конечно, но тем не менее, все-таки мужчина для жизни должен как-то, именно для жизни, а не для бабочек в животе, должен как-то обеспечивать, что ли, свою семью какими-то базовыми потребностями. Это базовые потребности, что я имею в виду, это жилье, еда, одежда, да. Если жилье не собственное, даже если допустить такую мысль, что мужчина ушел из семьи, да, развелись, там женщина ушла, и мужчина ушел, неважно, развелись, разошлись, и мужчина оставил свое жилье жене и детям, да, то если нет возможности купить свое жилье на данный момент, оно может быть съемным, да, но не вести, допустим, женщину к себе, к родителям куда-то жить, либо же идти к женщине, ну, то есть уважающий себя мужчина вряд ли так будет поступит, скажем так. Немножечко это будет выглядеть по-другому. Дальше. Многие кичатся возрастом. Вот хочу сейчас пару слов сказать про возраст. Что типа мужчина в 40 лет ищет себе не ровесницу, там 20-30-летнюю, да. Ну, давайте так. Нафига он нужен 20-30-летний, да? А, с такой разницей в возрасте нужно понимать, что эту разницу в возрасте придется мужчине компенсировать именно финансово, деньгами, потому что это молодость и красота. Да, она не вечна, да, но тем не менее на сегодняшний день она у женщин есть, да, если речь идет о молодых каких-то женщинах. И придется им компенсировать именно деньгами. А у нас не так много сегодня мужчин, которые платежеспособны и готовы эту разницу именно финансово компенсировать. Поэтому именно речь идет о ровесниках, да, плюс-минус.
которые находятся мужчины в поисках, да, они как раз-таки ищут ровесниц, да, по факту. Но это уже тема другого видео. Хотя говорят, что ищут 20-летних. Я как-нибудь сниму тоже на эту тему ролик. Немножко отошла от темы, но сниму на эту тему ролик, когда говорят, хотим 20-летнюю в 40, да, а по факту происходит до наоборот. Но это тема отдельного видео, скажем так. Вернемся обратно же к теме. Почему женщины не выходят замуж, да, которые хотят? Потому что пазл не складывается. Не готовы нынче мужчины ухаживать, вкладываться и так далее. Скажем так, нет достойных, что ли. Ну, достойное у каждого понятие свое, но тем не менее, я сейчас не про деньги, я сейчас именно о достоинстве говорю. Дальше, что еще хотела сказать. Многие достойные мужчины, именно достойные, я уже повторяюсь, они счастливо живут в браке. Долго, давно и безнадежно. Ну, есть, конечно, исключения, есть, которые достойные именно мужчины уходят из семьи, потому что там, скажем так, поведение женщины оставляет лучшего. Но, тем не менее, это скорее исключение из правил, чем само правило, да. Давайте уж так. Есть, конечно же, вдовцы, да, не спорю, достойные люди. Но, опять же таки, этим людям, женщинам, да, нужно с ними, с этими мужчинами где-то пересечься. И это же, опять же таки, проблема малых городов, то, что знакомиться особо негде, да. Нет каких-то клубов знакомств, нет каких-то парковых зон отдыха. Да, вот только сейчас не нужно мне писать в комментариях про клубы по интересам, потому что в клубы по интересам ходят люди, чтобы заниматься своими интересами, я подчеркиваю, да, а не для знакомств, как правило. В малых городах нет, допустим, театров, каких-то музеев, еще чего-то, куда, в принципе, можно выйти, да, то есть мест для выхода в свет, что называется, да. В городе, где я живу, да, нет даже банального кинотеатра, представляете? В городе 70 тысяч населения, секундочку, я кошку выпущу на балкон, она у меня просится. У меня в городе 70 тысяч населения, нет даже банального кинотеатра. Представляете, да? Представили глобальную нашу проблему. И на самом деле таких городов и поселков достаточно много. Знакомиться негде. У большинства женщин, большинство женщин работает в женских коллективах, опять же таки, где на 10 девчонок, хотела сказать 9 ребят, но на самом деле 2 пенсионера, 3 инвалида и 1 нормальный, который глубоко женат, давно и безнадежно. И то есть на работе особо тоже не познакомишься. Многие женщины идут на сайты знакомств. Но там такое... Сама несколько лет там провела на сайте знакомств и слышала отзывы от девчонок, что там такое неликвидище, что это просто атас. Дальше. Одной из причин может быть еще такая причина, как, ну, не стыкование пазлов, да. Допустим, вы нравитесь мужчине, да, женщина нравится мужчине, а мужчина вам не подходит. Ну, не нравится, ну, не лежит у вас душа, да. Неприятен он вам, ну, как мужчина, да. Либо же наоборот, мужчина может женщине нравиться, а женщина данному мужчине нет. То есть это из разряда насильно мил не будешь. То есть не сошлись пазлы, не загорелась та же самая искра, которая, в принципе, нужна на первых порах знакомства и в первых порах отношениях все-таки, независимо от вашего возраста. Также слышала от женщин, да, которые, в принципе, в поиске, да, почему замуж не выходят. Да просто потому, что как бы не зовут туда, в тот замуж, да. Женщина, допустим, встречается с мужчиной, кис-кис-кис. Женщина встречается с мужчиной там определенное количество времени, да, а мужчина ее попросту замуж не зовет. Объясняя это тем, ну, типа, а зачем, да, если и все так хорошо. Ну, в этом виноваты отчасти сами женщины, наверное, потому что
Многие соглашаются на секс без обязательств, многие соглашаются на сожительство, на какой-то гостевой брак, который для женщины, в принципе, может быть и не нужен, да. А, Тогда действительно вопрос мужчины вполне закономерен и логичен. А зачем, если женщина ему и сама все и так даст, да? А, Это и секс, это и еда, это, в принципе, где-то и сожительство, даже доходит до маразма, ну, по крайней мере, это моя точка зрения, я ее никому не навязываю, рожают детей вне брака в этих сожительстве, да, а потом женщина идет же и доказывает, да, что ребенок это ребенок от данного мужчины, то есть насколько это унизительно может быть, ну, это доходит до абсурда. Но, тем не менее, такие моменты есть, да. Ну, на самом деле, отчасти вина женщин тоже, потому что, ну, а зачем вы туда идете, если вы хотите замуж, да? Зачем вы с ним живете, зачем вы с ним спите, зачем вы этого мужчину обслуживаете, если вам это нафига не уперлось, да, нафиг не уперлось. Да, давайте так. Я в предыдущем своем ролике рассказывала, что нужно оставаться все-таки собой и озвучивать свои желания. Если замуж, значит замуж. И, соответственно, не жить с ним на одной территории, если вы хотите замуж, не сожительствуйте, да. Ну и так далее. Если хотите, ссылочки где-нибудь будут вверху или в конечных заставках, или в описании. Ну, в общем, такие вот у меня мнения сегодня на этот счет, почему же женщины не выходят замуж, да. Ну и финансовую составляющую тоже никто же не отменял, пускай закидает меня тапками, да. Женщина все-таки мужчину содержать не должна. Ну, ни в коем случае. Расскажу на примере. Знакомая рассказывала, да. Она разведена, мужчина тоже разводится, да. У мужчины 3 детей остается в предыдущем браке, да. То есть, сами понимаете, 50% от зарплаты в ВЭК. То есть алименщик. Есть женщины, которые говорят, ну, алименты это так, ну, это копейки, да, ну, на самом деле. Но на секундочку, когда у мужчины 3 детей, 50% от зарплаты, ну, уж меня извините, да. У нас в Беларуси сегодня зарплаты не такие уж большие на самом деле, и половина это ощутимо. Там в той ситуации мужчина 3 детей. Зарплата у него на сегодня, скажем, ну, возьмем грубую цифру, точно не знаю, ну, примерно, скажем, 1200, условно, да. 50% у него высчитают, останется у него 600 рублей, да. Из этих 600 рублей мужчина курящий. Ему на сигареты, ему на проезд, там с пацанами посидеть с зарплатой пиво попить. Это еще рублей, ну, 200 ВЭК. Ну, грубо, может, хорошо, 100-150. Что останется? Рублей 500 в лучшем случае, да? Мужчина любит покушать. Плотно покушать, хорошо покушать и вкусно покушать, да? Этих 500 рублей ему самому не хватит, да? Даже на его обслуживание. С этих 500 рублей нужно будет за него платить коммуналку, ему готовить, его одевать. Ну и вы меня простите, но такой вариант для многих женщин вообще не канает ни разу. Да? Все сейчас тыкают женщин в их меркантильность. Но здесь в данном случае как раз-таки проявляется и мужская меркантильность. Да? Пристроиться к женщине, которая зарабатывает в разы больше, чем вот эти вот 500 рублей. Да? И пусть закидают меня тапками, но такой вариант для многих женщин, которые даже хотят пойти в это замужество, вариант совсем не вариант. Вот такое вот у меня мнение на этот счет сегодня. Почему же женщины все-таки не выходят замуж, даже если они того хотят. Хочется все-таки многим женщинам быть, если уж выходить замуж повторно, да, то за нормального, адекватного мужчину. Такие уже женщины, повторюсь, знают, чего хотят в этой жизни, знают себе цену. В 40 лет она еще полна сил, она уже знает как и многое может. Поэтому имеет право выбирать. Ну а на сегодня у меня все. Буду закругляться. Пишите свое мнение в комментариях по этому поводу. Будем общаться.